Эта история произошла в небольшой деревне Нематунт в Индии, расположенной на территории, где часто встречаются слоны. Для местных жителей это было привычным явлением, но однажды случилось нечто необычное. На дороге появилась слониха. Она вела себя странно, громко трубила, размахивала хоботом и не давала людям пройти. Было очевидно, что она пытается привлечь внимание. Когда жители подошли ближе, они заметили, что по ее щекам текли слезы. Слониха выглядела встревоженной и явно нуждалась в помощи. Вскоре она начала отходить, словно приглашая людей следовать за ней. Жители, заинтригованные ее поведением, пошли следом. Слониха периодически оборачивалась, проверяя, идут ли они за ней. Через некоторое время она привела их к старому колодцу. Крышки на нем не было. Слониха стояла рядом и смотрела вниз. Люди заглянули внутрь и увидели слоненка, застрявшего глубоко внизу. Он, вероятно, упал туда и не мог выбраться. К счастью, воды было немного, и слоненок мог держать хобот над поверхностью, чтобы дышать. Но было ясно, без помощи он погибнет. Жители сразу вызвали специалистов. Вскоре на место прибыл ветеринар с командой. Осмотрев ситуацию, они поняли, что вручную спасти слоненка не получится. Нужен экскаватор. Однако началась буря. Дождь грозил поднять уровень воды, и времени оставалось все меньше. Люди начали копать вручную, пытаясь ускорить процесс, пока не прибыла техника. Слониха все время находилась рядом, беспокойно ходила и следила за происходящим, но при этом не мешала людям, словно доверяя им. Когда экскаватор начал работу, возникла новая опасность. Из-за вибрации сверху стали падать кирпичи. Все замерли, боясь, что они ранят слоненка. Но он оказался ловким и сумел уклониться от обломков. Тем временем дождь усиливался, превращая землю в грязь и усложняя работу. Несмотря на это, спасатели продолжали копать. Ветеринар также обработал раны слоненка, чтобы предотвратить инфекцию. Спустя примерно час удалось вырыть канал, ведущий к дну колодца. Осталось разрушить стенку, чтобы слоненок мог выбраться. Спасатели начали разбирать кирпичи вручную. В какой-то момент слониха тоже попыталась помочь. Она прижалась к стене своим телом. Вскоре конструкция не выдержала и рухнула, открыв путь наружу. Слоненок был освобожден, но выбраться самостоятельно ему оказалось трудно. Склон был скользким из-за дождя. Тогда несколько спасателей помогли ему, вытолкнув наверх. Как только он оказался на поверхности, слоненок сразу побежал к матери. Слониха обняла его хоботом. Это был трогательный момент воссоединения. Напряжение спало, и все присутствующие с облегчением наблюдали за ними. Спасатели радовались успешному исходу. Слониха с детенышем медленно направились прочь. Но перед тем, как уйти, она обернулась и посмотрела на людей, словно выражая благодарность. Эта история стала примером того, как животные могут обращаться за помощью к людям, и как люди способны откликнуться.